Привет, друзья! В этом видео мы разберем, как создать красивые и удобные табы на чистом HTML, CSS и JavaScript. Мы научимся переключать вкладки без перезагрузки страницы, добавлять анимированный индикатор для активной вкладки. Больше кода, меньше слов. Погнали! Так, для начала создадим HTML структуру и добавим div с классом tabs. В нем разместим навигацию, navigation, и тело, в котором будет контент. В навигации у нас будут кнопки button type button, с классом tabs title. У первого заголовка будет дополнительно класс active, он у нас будет активным. Назовем tab 1. Также добавим data атрибут дополнительно data tab 1. Можем копировать и добавить еще несколько. Поменять название, data атрибут, убрать класс active. У нас он будет только один. Также еще один можно. И еще парочку. Давайте добавим 4 и 5. Отлично. Теперь добавим контент. Контент. То есть та часть, которая будет выводиться по нажатию на Tab. В первой вкладке сразу запишем класс active и добавим ID. Tab 1. Сюда мы можем ставить текст рыбу. Сразу отметим. Добавим какие-то небольшие отличия, чтобы наша контентная часть отличалась. И скопируем еще несколько. Нам нужно, соответственно, 5 вкладок. Второе. Убираем класс active. Меняем ID. Третье. Четвертое. И пятое. Все. HTML-структура готова. Можем переходить к стилям. Стал CSS для начала обнулим стили. Внутренние, внешние отступы. Пропишем box size and border box. Для body зададим шрифт из коробки Arial. Зададим display flex. Выровняем по центру наш блок с табами. Расположим на всю высоту экрана. И добавим фон. Синего цвета. Для самого блока Tabs также зададим Display Flex, разместим колонку, добавим ширину 490 пикселей. Фон у нас будет белый. Внутренние отступы 20 сверху снизу и 30 слева справа. Border радиус 30 пикселей. Для навигации
Также сделаем flex контейнером и сразу зададим position relative. Это нам пригодится для полосы подчеркивания. Для заголовка, то есть для наших кнопок, берем фон, который есть по умолчанию, границы, зададим курсор pointer, внутренние отступы 10 и 20 пикселей. Также position relative укажем. Жирность bold. Укажем цвет и размер шрифта 18 пикселей. Еще можем добавить небольшую плавность для цвета. И сразу же укажем в состоянии Active, когда будет класс Active, мы будем менять цвет. На синий. И теперь для навигации мы задаем псевдоэлемент автор. Чистим контент. Укажем position absolute. Снизу всегда будет 0. Высота 3 пикселя. Фон у нас также будет синий. А вот ширина будет задаваться с помощью переменной. Назовем ее индикатор width. Если не будет указано ничего, то по умолчанию 0 пикселей. И то же самое с left, отступ слева. Мы зададим переменную индикатор left. И также по умолчанию укажем 0 пикселей. Добавим немного анимации. Для ширины и для расположения нашего индикатора, то есть левого отступа. Tabs Body. Зададим небольшой паддинг вверх, внутренний отступ 20 пикселей. Изначально скроем все вкладки Display None. И можем добавить межстрочного интервала, чтобы лучше читался наш текст. И сразу, когда появится у нас класс Active, мы будем задавать Display блок нашим вкладкам, а именно активной вкладке. Отлично, теперь можем перейти в JavaScript. В Script.js для начала объявим переменные, заголовки табов, tabs, наши кнопочки. Выберем сразу все. Tabs, title. Content, то есть вкладки. Contents. Выберем также все. Tabs, Content. И контейнер наших заголовков. Он нам понадобится для индикатора, для анимированной полосы снизу под нашими кнопками. Navigation. Tabs Navigation.
Далее пройдемся по всем табам с помощью for each и добавим обработчик кликов по вкладкам. По клику на любой из табов, из наших кнопочек, мы снова будем проходить по всем табам и убирать с помощью ClassList и метода remove класс Active. То же самое сделаем и с вкладками Contents. Но у той кнопки, на которую мы нажали, наоборот будет появляться класс Active. И теперь нам нужно определить, какой контент, какая вкладка соответствует нашей нажатой кнопке. Для этого мы будем получать эту вкладку по ID. Мы помним, что мы задавали каждой вкладке ID, Tab и рядом цифра. И, соответственно, мы можем обратиться к любой вкладке по ID, но только указать цифру из дата атрибута. Data Tab 1 мы видим, 2, 3, 4, 5, везде разные. Мы должны именно получить эту цифру. Давайте так поступим. Tab и получаем Tab, Dataset, Tab. Мы получили цифру из дата атрибута таким образом, обратились по ID, и теперь нам остается лишь добавить класс Active. Давайте проверим. Выберем второй таб и видим, что меняется вкладка, меняется контент. 4, 4, 5, 5 соответственно. Все работает. Нам остается добавить подчеркивание наших заголовков, анимированное. И сейчас этим займемся. Для этого создадим функцию, назовем ее update индикатор, в которой будем получать tab. В ней мы будем обновлять наши CSS переменные. Для этого обратимся сразу к Navigation, Style, Set Property, зададим значение для переменной индикатор. Можем, в принципе, скопировать индикатор width и вставить. А значение мы будем получать из нашего таба активного и offset width, то есть ширина нашей кнопки. Соответственно, в пикселях. Мы получили ширину и присвоили значение переменной, которую задавали в CSS. То же самое, но теперь уже с левым отступом, left,
offset left. Offset left содержит левое смещение относительно родителя. По сути, то, что нам и нужно. И теперь нам остается вызвать данную функцию. Update. Скопируем и вставим. Так, давайте проверим работоспособность. У нас все должно срабатывать по клику на Tab. Кликаем и видим, что подчеркивание не появилось. Давайте проверим еще код. Мы получаем все табы, все вкладки, Navigation. Видим, что также мы получаем все Navigation, но у нас навигация только одна. Убираем и теперь проверяем. Да, видим, срабатывает анимация. Отлично. Но после загрузки нашего проекта мы видим, что подчеркивания нет. Давайте также это поправим очень быстро. Для этого мы после обработчика событий сделаем небольшую проверку. Если наш таб содержит класс Active, то мы сразу же вызываем функцию обновления индикатора. Пробуем. Теперь обновляем страницу и видим, что первый таб у нас сразу активный, потому что изначально мы задали класс Active. Вот и все. Теперь вы знаете, как сделать стильные табы с анимацией без использования библиотек. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии с идеями для новых видео. Исходный код я оставлю на своем Boosty канале в открытом доступе. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в следующих видео.